Всем привет! Меня зовут Екатерина Артемьева. Я преподаватель русского языка как иностранного, если кто-то еще не знает об этом. Сегодня я записываю видео о том, как у нас проходят предпраздничные дни и, собственно, как мы празднуем Новый год и Рождество. Об этом вы попросили рассказать меня, и я вам рассказываю. Надо сказать, что мои слова не должны восприниматься как истина в последней инстанции, потому что я буду рассказывать о том, как я сама вижу эти праздничные дни, как я вижу Рождество и Новый год, как мы празднуем или праздновали в моей семье и в семье, в принципе, моих близких, моего окружения. Итак, надо сказать, что 24 и 25 декабря, когда у, как минимум, европейцев Рождество, но также я знаю, что Рождество и в странах Латинской Америки, потому что вы католики, да, мы ничего не празднуем. То есть день 24, день 25 для нас совершенно обычные дни. Мы просто продолжаем жить, ходить на работу, кушать, запасаться подарками, потому что мы начинаем готовиться к Новому году. Да, именно так. Первый праздник, который мы празднуем, это Новый год. И для нас это самый важный праздник. Естественно, мы закупаем подарки, мы закупаем продукты и начинаем думать об этом заранее. Наверное, начинаем думать о том, какие подарки купить, какие продукты купить, как все будет проходить за месяца два-полтора за месяц. И постепенно накапливаем какие-то идеи, накапливаем все. Очень типичная фраза для нас – это «не трогай, это на Новый год». Я думаю, все в детстве ее слышали, и даже я помню, что видел какие-то мемы и видео на этот счет. Если мы говорим о том, как создается новогоднее настроение или рождественское настроение, я думаю, все зависит от самого человека. В детстве как-то Новый год, приближение Нового года чувствуется острее, потому что мы предвкушаем каникулы, предвкушаем подарки. А когда мы уже взрослые, мы все-таки работаем практически до самого Нового года, точнее до 31 декабря. И, соответственно, как-то между работой, домом нет никаких праздничных ощущений, но можно их, разумеется, создать. Как создается? Или, скорее, как создается эта атмосфера благодаря усилиям города? Я буду говорить о том, что происходит в Москве. Естественно, все магазины, все лавочки, витрины украшаются в новогоднюю тематику, даже сайты немножечко меняют свой дизайн, но я думаю, все это происходит во всем мире, нет? Потом, разумеется, зажигаются вот эти все новогодние украшения, огонечки на улицах города, и когда это происходит, я понятия не имею. Почему я на этом акцентирую внимание? Потому что в Испании, где я живу, по крайней мере, в Севилье, это какое-то прям вау-событие, народные гуляния, что-то сверхэмоциональное, когда зажигают новогодние огни. То есть все знают, в какую дату это будет происходить. Весь народ высыпает на улицу и смотрит, как впервые в этом году зажигают эти новогодние огни. Для меня это было немного странно, но с другой стороны, мне кажется, именно такие мелочи или восприятие мелочей с таким энтузиазмом как раз и создает новогоднее или рождественское настроение. А я, как видите, даже понятия не имею, когда у нас все эти огонечки включаются. Одновременно или постепенно, от чего это зависит.
просто не знаю. Но мне нравится, что последнее время в Москве начали украшать даже дорожную технику, автобусы и электробусы этими новогодними огонечками. Смотрится впечатляюще и достаточно красиво. Разумеется, для новогодней или рождественской атмосферы также люди наряжаются, продавцы тоже могут наряжаться, все зависит от стиля магазина. И само собой разумеющееся, это новогодняя музыка. Я не могу сказать, что у нас много такой особенной русской новогодней музыки, но мы слушаем в том числе иностранную новогоднюю музыку. Она очень четко ассоциируется у нас с праздничными днями и как-то поднимает настроение. О музыке новогодней мы поговорим в другом видео. Сейчас начинаем говорить о том, как же все-таки все празднуется. Говоря о подарках, потому что, мне кажется, для нас подарки являются чем-то намного более важным, чем в Испании, или скорее каким-то таким более важным элементом Нового года, чем в Испании. То есть в Испании, насколько я видела, насколько я знаю, на Рождество подарки могут дариться, но обычно маленьким деткам, но тем не менее как-то не особо-то они и дарятся. Потом в Испании Новый год, и опять-таки могут дариться подарки, но чаще всего нет. А потом уже 6, если я не ошибаюсь, или 6-7 числа наступает вот это день Reyes Magos, и именно тогда подарки дарятся. У нас совершенно не так. У нас все смешано, все посвящено Новому году. И именно поэтому для меня и для всех русских Новый год – это что-то такое важное, серьезное, волшебное. И мне кажется, и мне больше нравится эта концепция, потому что почему? Потому что Новый год – это как бы смена года, какая-то грань, какой-то лимит, который мы прошли, и начинаем новый период с чистого листа. И именно этот день, начало чего-то нового, мы празднуем. И мне кажется, что как раз празднование вот этого вот начала чистого листа, чего-то нового, где мы можем исправить свои ошибки или начать что-то, это как-то более обоснованно. По крайней мере, я так чувствую. Итак, про подарки мы поговорили, что для нас это важнее. Поэтому, в принципе, почти всем близким мы дарим подарки. Может идти подарок от одного человека одному человеку или от семьи к семье. Это уже зависит от стоимости подарка, от традиций и так далее. Естественно, почти во всех семьях наряжают елку. Чаще всего это искусственная елка, но не всегда можно купить в том числе срубленную живую. Но потом все эти колючки опадают, не очень удобно. Зато очень вкусный запах распространяется по всей комнате, и можно этим наслаждаться, что дополнительно создает новогоднюю атмосферу. Разумеется, эту елку мы наряжаем. Тоже можем обвить все горящей гирляндой или такой мишурой, дождиком, повесить красивые игрушки. Во многих семьях до сих пор сохраняются старинные игрушки или, по крайней мере, советские игрушки. Хотя на данный момент тоже можно приобрести, купить очень красивые, не такие, может быть, ценные новогодние игрушки, но красивые по дизайну, особенно если кому-то нравится минимализм.
Например, недавно моя подруга, которая увлекается тем, чтобы у нее все было красиво-красиво всегда, везде, в каждом уголочке, мне показала свою елку. Она очень нарядная, очень красивая, и именно в минималистичном стиле. Мне понравилось. Но, с другой стороны, именно елка из моего детства, она может быть не такая красивая, но передает больше новогоднее, аляповатое, праздничное настроение, потому что все без разбору, все, что есть, вешается на елку. В том числе и обычно вешаются мандарины, потому что для нас, русских, мандарины – это символ Нового года. Если хотите, потом почему символ Нового года – это мандарин и его запах, могу рассказать или ответить в комментариях. В принципе, об этом я уже рассказывала когда-то в своем инстаграме. Если покопаетесь, можете найти. В том числе рассказывала о Деде Морозе. Но обо всем по порядку, я опять немножечко увлеклась и рассказываю сумбурно. Итак, мы наряжаем елку. Обычно это происходит за неделю, за 2 недели до Нового года, создает опять же новогоднее настроение. И потом, когда наступает 31 число, мы готовим стол. Обычно 31 числа люди выходят на работу, если это понедельник, вторник, среда, четверг или пятница. Если суббота и воскресенье, зависит от рабочего графика. Итак, выходят на работу, работают практически полный день. Обычно именно в этот момент на работе также празднуется заранее Новый год, коллеги поздравляют друг друга и иногда проводят игру, которая называется «Тайный Санта». Игра, в принципе, которая пришла к нам из-за рубежа. Все тянут маленький билетик. На этом билетике написано имя человека, которому ты будешь дарить подарок. Кто-то другой вытянет твое имя. Ну и, собственно, 31 декабря эти подарки друг другу дарятся, раздаются. Каждый начинает думать и гадать, от кого этот подарок. И, в общем-то, получается достаточно весело. Ровно то же самое обычно происходит в студенческих компаниях. Обычно тоже играют в эту игру, потому что, в принципе, это самая экономная манера поздравить друг друга и повеселиться. Итак, после работы все приходят домой и начинают готовиться. Разумеется, заранее уже квартира вся прибрана, все убрано, все красиво, чтобы войти в Новый год в прекрасной атмосфере, чтобы войти в Новый год в чистой, красивой, убранной квартире. Все также потом наряжаются. Почему? Потому что у нас есть такая фраза: как Новый год встретишь, так его и проведешь. Обычно женщины, мужчины помогают, но в меньшей степени начинают готовить. Готовится очень много салатов. Оливье, винегрет, селедка под шубой, крабовый салат, греческий салат. Разумеется, не все готовят, но еще есть блюдо холодец. Для моей семьи это что-то исконно новогоднее, готовится исключительно для празднования Нового года. Поэтому, по крайней мере, я и мой дедушка ждем с нетерпением этого блюда. Но я знаю, что многим иностранцам оно не нравится. Примерно за
час-два часа мы садимся за стол и начинаем кушать, беседовать в том числе. И обычно, в принципе, включается телевизор, по которому показывают разные развлекательные программы, новогодние фильмы. В моей семье по большей степени слушают новогодние концерты. Песни на этих новогодних концертах обычно не связаны с Новым годом, только некоторые, но как-то тоже создают уютную атмосферу, или, по крайней мере, создавали раньше. Я помню, раньше мой дедушка, по крайней мере, комментировал все эти вещи, и у него получалось забавно, поэтому мы смеялись достаточно много и поддерживалось общение. Потом, когда уже стрелки часов подходят к завершению 31 числа, по всем программам начинают показывать Кремль. И начинается речь нашего президента. Она просто как традиция для нас. Мы ее обязательно включаем. Некоторые семьи, разумеется, ее не включают. Некоторые семьи включают, но слушают вполуха. Другие слушают внимательно. Зависит от интереса и, опять-таки, восприятия и традиций. Но в любом случае, по большей степени, речь президента включается на телевизоре и слушается. Итак, наш президент, как всегда, говорит, что этот год был сложным, но мы молодцы. Перечисляет достижения, сложности, плюс-минус обозначает курс на будущее. Потом, разумеется, раздается это бом-бом-бом. Именно в это время у нас есть такая традиция. Тоже зависит, разумеется, от семьи. Мы загадываем во время боя курантов наши желания. Можно загадывать просто во время курантов. Мы думаем о том, чего мы хотим добиться или чего мы хотим понять, что мы хотим понять, что мы хотели бы получить в новом году. Может быть такое. Или более традиционный способ, я не знаю почему, надо во время боя курантов написать на бумаге свое желание, сжечь эту бумагу над бокалом шампанского, положить туда вот этот вот весь пепел в бокал шампанского и выпить. Если успеешь, тогда должно сбыться желание. Если не успеешь, наверное, нет. Я, кажется, так делала 2 раза, наверное. Обычно просто загадываю желание. Не знаю почему, верю я в это, не верю, но на всякий случай. После этого продолжается застолье. Практически все салаты съедены, или не съедены, но больше не хочется, просто больше не влезает. Но у нас уже приготовлено второе блюдо, то есть что-то горячее. Обычно это мясо, и обычно никто не хочет есть это мясо, оно остается на обед следующего дня, то есть на 1 число. И поэтому сразу переходим к сладкому, к чаю. В принципе, сладкое тоже особо не лезет, но чуть-чуть, какая-то конфетка, мандаринчик, чаечек. Все-таки мы пьем чай, все-таки мы едим немножечко сладкого. И опять-таки за разговором, опять-таки за песнями. Опять же, зависит от семьи. В некоторых семьях есть свои традиции. Например, в семье моей свекрови у нее была такая баночка,
с бумажками предсказаниями. И после боя курантов, после желания, она давала вытянуть каждому бумажку, чтобы можно было прочитать свое предсказание. Это очень мило. В других семьях, например, в семье моей начальницы на первой работе, они играли в разные настольные игры и таким образом проводили время. К сожалению, в моей семье нет никаких особых традиций, поэтому мы просто пьем чай, разговариваем, слушаем музыку. Иногда, если какое-то есть особое настроение, мы начинаем немного танцевать, смеяться. Также надо сказать, что в некоторых семьях есть традиция после боя курантов выходить на улицу и там гулять, продолжать смеяться, возможно, играть в снежки, встречаться с другими семьями, если живут поблизости. В общем-то, все зависит от каждой семьи, от желания каждого человека. Потом, что происходит в моей семье, получается так, что когда мы были маленькие, естественно, подарки клали под елку, мы уходили спать, просыпались, подарки нам выдавались, мы их искали. Иногда бывало так, что говорили, что Дед Мороз прилетел, и мы видели подарки уже после боя курантов. Честно, до сих пор не знаю, как родители могли положить подарки под елку таким образом, чтобы я не заметила. Но факт остается фактом. Иногда меня звали посмотреть, выйти на балкон и клали подарки. Иногда кто-то звонил в дверь и там клали подарки. В общем, много, наверное, способов, но мне оставили эти способы очень приятное впечатление. На данный момент мы даже не наряжаем елку, мы используем вместо елки кактус, который по форме напоминает немного елку. И под этот кактус уже заранее складываем подарки. И после боя курантов эти подарки раздаем. И каждый смотрит, говорит свое мнение о подарках. Это тоже эмоции, это тоже приятно, это тоже достаточно интересно. И достаточно быстро после этого мы ложимся спать, потому что мы уже старенькие, нам надо отдыхать. Что же происходит дальше? 1 числа мы навещаем наших родственников, наших друзей, тоже дарим подарки, если дарим. И все. Доедаем. Разумеется, доедаем всю эту вкуснющую еду, которая, разумеется, остается. И на этом все заканчивается. Праздничные дни у нас длятся примерно с 1 числа до 8, если я не ошибаюсь. Почему получается столько праздничных дней? Ну, потому что это Новый год и потом Рождество. Да, мы празднуем Рождество после Нового года, но обычно Рождество празднуют религиозные люди, верующие люди. Я даже не помню, когда. То ли 6, то ли 7, то ли 8 числа это Рождество. Некоторые поздравляют друг друга с этим, некоторые нет, некоторые отмечают, некоторые нет. Опять-таки зависит от традиции, от настроения, от всего, чего может зависеть. И на этом все.